Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы рады приветствовать вас на нашем подкасте. В данном цикле мы с вами затронем военную тематику, а в данном блоке у нас будет тема Первой мировой войны. В данном подкасте мы с вами начнем с причин, хода и последствий Первой мировой войны. Михаил, расскажите нам про причины и повод, в принципе, к Первой мировой войне. На самом деле, на начало 20 века ситуация в мире была очень напряженная. Мир разделился на два таких очень крупных массивных альянса. Это на карте выделены они зеленым цветом, это Тройственный союз. И здесь еще в него входила Италия, просто это карта уже на момент военных действий. Но вообще, конечно, в него входила Германская империя, Австро-Венгрия, Италия, и позднее к нему еще уже присоединилась Османская империя. Второй крупный блок, коалиция, это Антанта. В нее входила Российская империя, Великобритания и Франция. У всех, точнее у обоих сторон, были свои цели в этой войне. Причем, что интересно, именно Российская империя хотела этой войны меньше всего. Хотя цели были достаточно грандиозные, поскольку она хотела забрать у Османской империи Босфор и Дарданеллы, которые, кстати, так и не забрали, как оказалось позже. У Франции цели были достаточно простые. Они хотели вернуть земли, которые Германия отбила у них во время франко-прусской войны 1770-х годов. Это Эльзас и Лотарингия. Они находятся вот здесь. Великобритания не хотела допустить усиление Германии в Османской империи, поскольку уже довольно длительное время Германия очень сильно влияла на нее и хотела, так сказать, подмять под себя, забрать такой большой кусок земли, ресурсов. Ведь все-таки в это время уже довольно продолжительная Османская империя считалась больным человеком Европы. Поэтому очень верная политика Германии в том, что она хотела забрать себе, так сказать, контроль над этой большой страной. При этом Германия усилилась в Африке, она образовала там свои колонии, это, конечно же, Британии тоже было не нужно, и она хотела оспорить, Германия, право Англии на морское владычество, да, потому что в начале 20 века она начинает очень усиленно строить флот, проводится большая реорганизация, и Германия к началу Первой мировой войны уже находилась на втором месте по размерам и количеству флота. Что же касается самой непосредственно Германии, то ее цели в войне также были достаточно просты. Она хотела забрать себе вот эту область у России. Потом, ясное дело, отстоять свое право на Османскую империю. В принципе, даже и все, наверное, да, потому что Франция уже, Германия не считала ее довольно-таки сильным противником, и сфера ее интересов была больше направлена на восток. Османская же империя хотела вернуть себе Балканы, которые в начале, опять же, 20 века отделились. Это Сербия, Румыния, Болгария. Она хотела вернуть контроль над этими территориями, хотела господство мировое, все хотят. И, собственно говоря, что же послужило вот этим толчком, причиной, да, то есть Германия готовилась к войне заранее, как они всегда это делают, они это умеют. Они строили военные заводы, повышали производство, то есть потом позднее рассмотрим, там колоссальная разница между производимым вооружением и его количеством. Что касается именно останавливающих факторов, да, из-за чего Германия не развязала эту войну, это то, что она не хотела войны на два фронта. И она боялась того, что если она нападет на Российскую империю, то на нее с запада обрушатся сразу Великобритания и Франция. И искрой вообще, в принципе, к этой войне послужило, конечно же, убийство Франца Фердинанда в июле 2014 года, из-за чего
правительства Австро-Венгрии, собственно, эрцгерцог Франц Фердинанд был кронпринцем Австро-Венгрии, наследником престола, а убил его в Сараево сербский экстремист убил Франца Фердинанда, звали его Гаврила Принцип. Он входил в организацию «Молодая Босния», они были радикально настроены, хотели переворота и, собственно говоря, добиться независимости. В итоге Австро-Венгрия воспользовалась данным моментом, конечно, не без помощи своих германских товарищей. И она выдвигает ультиматум Сербии, что это безобразие. Гаврилу Принципа поймали. И они хотели, грубо говоря, взять Сербию назад под свой контроль, под свой протекторат. Единственное, что им это почти удалось. Да? Они выдвинули большой перечень требований к этому моменту. И Сербия согласилась со всеми пунктами, кроме того, чтобы позволить австрийским полицейским открыто находиться на территории Сербии. И причем это решение не совсем было продиктовано непосредственно Австро-Венгрии, поскольку, опять же, помогали и германские союзники их, и даже в каких-то моментах Великобритания тоже говорила, что это безнравственно и нужно с этим что-то делать. Например, причем германская тоже пресса и английская пресса писали, что сербы варвары, что это непозволительное поведение, что с этим нужно что-то делать, и Австрия не должна прощать такой вот проступок. И в итоге что получилось? Сербия отклоняет ультиматум из-за того, что они не могли согласиться на нахождение австрийской полиции на своей территории, потому что это значило бы вхождение в полную зависимость от Сербии, от Австро-Венгрии. И в этот момент Австро-Венгрия ожидаемо объявляет войну. Хорошо, с причинами все понятно. А теперь, что у нас касается расстановки сил? Россия сразу изъявила желание поддерживать Сербию. И Германия выдвинула ультиматум о том, что Россия должна остановить общую мобилизацию, в противном случае будет объявлена война. И тут причем есть еще такой интересный момент, опять же, с той же Великобританией. Она в начале войны себя вела, конечно, не очень по-честному, и это мягко сказано, потому что они работали сразу на два фронта. Они себя обезопасили со всех сторон. Неофициально они заявили Германской империи, что если та нападет на Россию, а Великобритания не вступится на стороне России, она выберет нейтральную сторону. В то же время в официальном заявлении российскому посольству и вообще, в принципе, Российской империи заключалось в том, что если Германия нападает на Россию, Великобритания сразу же высылает помощь России и поддерживает ее в войне. Таким образом, кто бы ни победил, грубо говоря, они всегда были выигрышами. И вообще сложилась такая ситуация в британском парламенте, что 11 из 18 представителей парламента были против того, чтобы даже поддерживать Францию. То есть они отказывались в принципе от своих союзнических обязательств. И если бы Германия даже напала на Францию, не говоря уже о России, они бы просто не прислали им свою помощь. Но тем не менее, Россия отклоняет ультиматум. Германия объявляет войну России 1 августа 1914 года. И здесь германский генштаб поступил очень хитро. Они знали, что Франция обязательно пойдет на стороне России. Поэтому был разработан так называемый план Шлиффена. Это очень, это прообраз Блицкрига, да, который мы увидим позднее, поскольку план был следующим. Они собирались за 40 дней вывести Францию из войны. Они хотели пройти через Бельгию и сильным ударом, единым, атаковать сразу Париж. Взять Париж и вывести Францию из войны. Почему именно 40 дней? Потому что германский генштаб считал, что именно столько времени России понадобится на то, чтобы мобилизоваться. И за это время они смогут перебросить все силы на Восточный фронт и без проблем разгромить отстающую
в развитии Россию. А какие боевые действия велись в самом начале войны? Именно расскажи про 1914 год, про самое начало. Немцы действительно очень быстро прошли через Бельгию. Уже к 12, по-моему, августа они находились на границе с Францией, и здесь уже должен был осуществляться план Шлиффена, то, что они одним стремительным ударом атаковали центральное направление и входили в Париж. Но император Николай II сказал, что мы не будем дожидаться полной мобилизации, будем спасать наших французских товарищей. И летом 1914 года российская армия проводит несколько наступательных операций на Северо-Западном фронте, в Восточной Пруссии, причем она была достаточно успешная, потому что здесь были достаточно маленькие воинские контингенты. Вот. И они захватили приличные территории, буквально вот до сюда, да? Но, к сожалению, позднее они не смогли их удержать, эти земли. А также была такая еще крупномасштабная операция на восточном, на западно-южном фронте, юго-западном. Да. Здесь также была проведена большая операция. Здесь преимущественно оборонялись австро-венгры. Их почти удалось пробить. Из-за того, что война еще не перешла в окопную фазу, не было еще позиционной войны, практически удалось вывести Австро-Венгрию в первый же год, буквально в первые месяцы, из-за чего немцам пришлось перебросить очень большие силы с Западного фронта, причем за то время, пока проводились эти операции на Востоке, немцы уже были в 40 километрах от Парижа. То есть буквально один дневной переход, и немцы бы сломили Францию, она бы выбыла из войны, и их план удался. Но из-за таких решительных действий Николая II и русских генералов войну удалось не то чтобы растянуть, это, конечно, тоже, но уберечь Францию от быстрого поражения, и Россия не осталась одна. Следом за этим, получается, ведется у нас окопная война, и 1915 год, он, в принципе, проходит, условно говоря, довольно мирно. Никаких активных боевых действий там не было, и дальше уже война развивается только в 1916. Расскажи, пожалуйста, поподробнее об этом. Какие там были основные боевые действия? Основным действием на этот момент, на Востоке, это был Брусиловский прорыв, кстати, практически не запланированный, то есть его планировал только генерал Брусилов, и только он его поддерживал, остальные генералы, это Куропаткин и Эверт, его не поддерживали. В общем-то, из-за этого не удалось вывести Австро-Венгрию окончательно из войны. А на Западе это была знаменитая Верденская мясорубка. Сейчас, вот он, город Верден, это город-крепость, да, и бои в этом месте продолжались 10 месяцев. При этом силы сторон были огромными, там уж больше 2 миллионов человек. Все это на очень маленьком клочке земли, все это под огнем, очень плотным огнем артиллерии, потому что в этот момент как раз раскочегарилась немецкая военная машина, они утюжили французов снарядами, не переставая. Бывали случаи, когда подготовка длилась 2 и 3 дня. И, в общем, они так и не смогли прорвать эти территории, поэтому можно сказать, что все людские ресурсы были напрасны. Там фронт удалось отодвинуть буквально на несколько десятков километров. При этом саму крепость Верден было принято решение оставить. И можно сказать, что на конец 16 года ситуация никоим разом не поменялась, и до сих пор не было того, кто принял бы стратегическую инициативу на себя. То есть стороны все равно были в какой-то степени в равных условиях. За это время мы ни разу так и не упомянули, что у нас происходит с Австро-Венгрией и на территориях Балканского полуострова, поэтому, я думаю, тоже стоит пару слов про это сказать. Здесь, конечно, начало войны, опять же, да, то есть Австрия
сражаться с Сербией. Сербы держались очень длительное время, буквально там до 16 года, благодаря тому, что Австрия была вынуждена перекинуть основные свои воинские контингенты, огромное количество дивизий на войну с Россией. Но в 15 году в войну вступает Болгария на стороне Тройственного союза, потому что как раз толчком к этому стало вот это отступление великое 15 года. Она вступает в войну и ударяет, получается, Сербии в тыл. В итоге позднее в войну вступает Румыния. И это очень противоречивое действие. Конечно, да, Румыния хотела поддержать, помочь, но она выбивает из войны за очень короткий срок, буквально за несколько месяцев. Ее делят пополам. Вот тут, кстати, на карте даже очень хорошо видно. С одной стороны ее занял Тройственный союз, с другой стороны ее заняла Российская империя. Единственное, что получила Российская империя из этого, так сказать, боевых действий, это то, что она получила еще дополнительные километры фронта. И все. Да. Причем сами австро-венгры говорили насчет Румынии следующее. Если Румыния объявит нам войну, нам нужно будет 10 дивизий, чтобы ее уничтожить. При этом, если Румыния объявит войну Российской империи, нам понадобится те же 10 дивизий, чтобы защитить ее от разгрома. То есть Румынию никто не считал за какого-то серьезного военного союзника, это так оно, в общем-то, и получилось. Что касается Болгарии, она, по сути дела, тоже, воевала только с Сербией и Румынией, причем тоже особых успехов не достигла. Она преследовала свои цели, она хотела вернуть отнятые у нее территории, хотела вернуть господство на Балканах, но это достигнуто не было, потому что она в итоге, оказывается, примкнула к тому альянсу. Задача-то. Да. При этом стоит отдать должное сербам, поскольку они держались до 16 года, когда австрийцы решили все-таки вывести их из войны. А каковы итоги этой войны, чем она закончилась и к чему это привело в дальнейшем, какие там были последствия? Вообще, конечно, мирное соглашение было заключено 11 ноября 1918 года в Компьенском лесу, что самое, причем, так сказать, неожиданная, такая великая, ужасная война закончилась, можно сказать, в вагоне поезда. Да? Причем Германия радовалась, что Россия выбыла из войны посредством Брестского мира на унизительных для нее условиях, но при этом сама в 18 году заключила ничуть не лучший договор. Германия теряла большие территории, она... Какие именно? Французы получили свое, они забрали Эльзас-Лотарингию. Польша получила вот эти территории. Сейчас где? Вот эти вот территории получила Польша. Это вот Познань, Вроцлав, Данциг. Собственно говоря, образовался тот самый польский коридор, из-за которого потом начнется Вторая мировая война. Да и вообще, в принципе, в целом можно сказать, что Германия отдала 1/8 от всех своих земель. При этом, конечно же, ей запрещалось иметь какую-либо армию, численность была ограничена 100 тысячами человек, и это должны были быть исключительно добровольцы. Им запрещалось иметь крупный флот, они должны были платить совершенно колоссальные суммы контрибуции, причем, что любопытно, закончили они выплачивать эту контрибуцию в 2010 году только. Австро-Венгрия в принципе перестала существовать, она раздробилась на огромное количество государств, это Чехословакия, Австрия, Венгрия. Югославия потом в процессе образовалась. Из да. всего, что Всего вот в этой вот части есть. Это да. Вот. Там Османская империя тоже ничего не добилась, она также развалилась, перестала существовать, потеряла полностью контроль над Балканами.
По сути, осталась только Турция. Да. Ну, с Россией все понятно, там революция, потом гражданская война, в общем, она продолжила воевать. Для нее мирного соглашения не было, причем, что еще довольно важно, в Кампьенском лесу во время подписания мирного договора были представители всех воюющих стран, кроме России. Их не позвали, хотя вклад России в войну был колоссальным. Если бы не Россия, война бы закончилась. А есть даже такое высказывание, что русские Париж спасали больше раз, чем сами французы. Ну вот, да. То есть Россия тоже лишилась огромных территорий, если смотреть именно на конец войны. Да, она лишилась Польши, по сути дела, всей Украины, Белоруссии, Прибалтики, Финляндии. То есть тоже она лишилась практически всей своей металлургической промышленности, угледобывающей промышленности, лишилась 30% пахотных земель, 30% населения. И победителями из этой войны, можно сказать, вышли разве что Франция, Британия и Америка. Если не учитывать огромнейшие людские потери. В общем-то, да. В принципе, Российская империя, которая в тот момент уже, в принципе, не Российская империя, хоть можно сказать, что она вышла победителем в какой-то степени, поскольку воевала все-таки на победившей стороне, но в итоге осталась ни с чем и даже только потеряла от этого и ничего не выиграла. При этом Америка, которая вступила в войну только в самом конце, грубо говоря, наварилась на этой войне за счет продаж, за счет поставок. Да. И, получается, вышла в самом выгодном положении из этой войны. Причем, что самое интересное, несмотря на то, что Россия потеряла за всю войну 2 с лишним миллиона человек и не была причислена к странам-победительницам, Америка, которая потеряла около 20 тысяч человек, была в этом списке. И до сих пор они очень этим гордятся, что они среди стран-победительниц Первой мировой.